из шляпы достаете, хопа, кролика. Ваш план Б. Здравствуйте, дорогие любители гаданий, любители предсказательной системы Таро и любители узнать немного заранее свое будущее. У нас традиционное гадание на неделю, первая рабочая неделя нового года. А вот это вот мой четвертый муж Ричард, посмотрите, отличный парень, был стоматолог или футболист, не помню сейчас. И хочется этот год начать не так, как прошлый, да? Хочется начать новую жизнь. Ну вот предстоящий понедельник, по-моему, отличный случай, отличный повод, чтобы все сделать в жизни по-другому. У нас неожиданно идет снег. Это редчайшее событие для Варны. И поэтому я вас поздравляю с наступившими новыми годами и Рождествами под аккомпанемент вот этих вот падающих со звоном снежинок. Солнце в Козероге. Время в целом, вот в целом весь этот январь благоволит карьере и разным, ну, в общем, честолюбивым замыслам. И мы знаем, что на нашем любимом Таро-календаре, Таро-календарь разделяет, отводит каждой декаде года какую-то карту Таро. Если не знаете, смотрите соответствующий плейлист на моем канале. На Таро-календаре серьезная денежная карта, четверка пентаклей. Она называется картой жадности, но в целом символизирует самые разные материальные накопления, сбережения. И, соответственно, на следующей неделе очень полезно что делать? Деньги копить, откладывать, вкладывать. То есть делать какие-то покупки с модными ныне инвестиционными целями. Ну, я не знаю, купить, вложиться в большую банку Нутеллы, да, чтобы инвестировать себе в бока. Да. Проверьте свою интуицию и попробуйте догадаться, что здесь. Есть подсказка, есть спойлер. Все самое ненужное, дебильное, бессмысленное и дорогое в моих посылочках с ОСОСа. Ну, попробуйте, догадайтесь. Та-дам! Ужас. Первая вещь. Это, как всегда, обувь с каким-то очень понятным, очевидным неймом. Вот так вот, да? Кроксики на подкладочке, на такой вот тепленькой. То есть такие полубосоножки, полуваленки очень приятного грязно-розового цвета. Чтобы у меня не мерзла головичка, я выписала вот такую вот себе панамочку. Тоже достаточно известный вот этот вот бренд. Он молодежный. Ну, а в общем, чем я не молодежь? По-моему, это хорошо. По-моему, это прекрасно. Да? Идет же мне. Вообще мне, знаете, идут все головные уборы, все очки, любая одежда. Все идет. Вот такая карма у меня тяжкая. Если все идет, то, понимаете, много соблазнов все покупать. По крайней мере, на улицах вот такой традиционный, как это слово, господи, провинциальной Варны я произведу завтра фурор. А я заявляю тему недели для вас. И вот сейчас, правда, услышите, насколько это актуально и в точку. План Б. Вот можете себе даже, знаете, как-то стикер где-то повесить над кроватью или на холодильнике с этими словами «План Б». В чем суть концепции? В том, что, в принципе, это не только на следующей неделе, это в масштабах всей жизни. В любом моменте жизни это очень полезно и хорошо. На любую тему, к любому своему плану, к любому своему ожиданию прикладывайте, как, знаете, к договору мелким шрифтом последнюю страницу, как приложение. Да, вот знаете, что вот есть какое-то приложение. Это приложение будет план Б. То есть некий такой вот альтернативный выход. Если не получится, если не срастется, не сбудется, вот основная ставка, например, в следующей неделе, то вы
как фокусник из шляпы кролика достаете из шляпы, и таким образом никакие люди, никакие враги, никакие там дьяволы высшей силы вас не застанут врасплох и не вызовут у вас вот эту самую фрустрацию, которая нам не дает жить. Пример. Если на следующей неделе вы ждете назначения, допустим, на новую должность, назначат, хорошо, ну все, вы будете больше зарабатывать, будете собой гордиться, прекрасно. Но, а если не назначат, а у вас нет плана Б, не назначат, что с вами будет? Расстроитесь, разочаруетесь, обидитесь на начальника, съедите ведро мороженого литровое, что там еще, кто-то, может, и запьет даже чем-то, правда же, да? И дальше пустота, вы не знаете, что делать, потому что вот вы все свои ожидания сейчас этого времени вложили в этот план. В этот план. Вам нужно дождаться именно этого события. Оно может не произойти. Или, например, на следующей неделе вы ждете, что к вам вернется ваш бывший парень. Все, по всем гаданиям, по всем параметрам, по всем вашим предчувствиям. Вот он должен позвонить, написать. Напишет, позвонит, все хорошо, отлично, да? А если не напишет, что вы будете, слезы лить? Нет, у вас должен быть план Б. Как в случае с новой работой или с новой должностью, план Б может быть, если не назначили, вы, например, швыряете на стол начальству заявление об уходе, да, тем самым ставя его перед сложным выбором, все-таки назначить вас или отпустить. И точно так же в личной жизни, да, у меня есть план Б. Если на этой неделе он мне не напишет, значит, я что? Удалю его контакты, например, да, и забуду, и переключусь на другого, и приглашу на свидание там какого-то другого приятного, милого парня с работы, да. План Б. Вот всегда на любую тему. Наши ожидания – это наша боль. Это то, что нас отличает от мира животных, с одной стороны, и не дает нам, родит у нас психозы и неврозы. Это наши ожидания. Пусть они будут, мы без них, от них надо избавляться, но это невозможно. Пусть они будут, но пусть всегда к любому ожиданию прилагается план Б. Эта неделя, на которую мы гадаем, следующая неделя, собственно, или текущая неделя, да, она заканчивается крещением. То есть у нас осталась всего одна неделя, у нас осталась неделя для самых эффективных, самых откровенных, самых волшебных гаданий. Вот в такой нашей народной такой вот традиции считается, что вечер новогодний, старый Новый год, вечер понедельника, да, потом вечер субботы, крещенский сочельник. Это прям вот в точечку, это вот то, когда надо гадать, поэтому, пожалуйста, доставайте ваши карты, кофейную гущу, приглашайте подруг, гадайте или обращайтесь к специалистам. Специалистам уже не успеете на это время, потому что у специалистов уже все занято в это время. И, значит, карты с кошком из далекой-далекой Америки мне зрительница прислала, я вам показывала, делала, по-моему, распаковочку тоже, вот эти вот карты с котиками. Очень-очень красиво, качественно сделано, прекрасная колода. Я еще раз благодарю зрительницу, которая прислала эти карты. Я их очень люблю. Не часто, кстати, использую вот на камеру, потому что, честно говоря, берегу. А где я возьму еще такие? Правда же? Козерог. Козероги, именинники. Поздравляю 100 раз. Жизнь показывает, жизнь подтверждает, что козероги самые лучшие люди. Серьезно. Так, козерогам не будет много карт. Давайте по парочке доставать, потому что гадание на неделю мы не будем увлекаться. Здесь короткий срок. Так, тройка жезлов оглашаю, да, и тройка жезлов с отшельником. Предположительно, дорога. Дорога, либо выход из ситуации. Видите ли, вы немножко заигрались. Вот немножко у вас вот сильно хорошо все сейчас в жизни, там до Нового года сложилось, или, может быть, и праздники весело погуляли. Карты говорят, что вы заигрались. Вот показалось вам, правомерно ничего не скажу, показалось, что вы очень-очень на правильном пути. Не сбивайтесь, не сходите с этого пути, потому что достижения велики, карьерные особенно велики.
немножко вас карты противопоставляют ситуации, немножко противопоставляют вот людям. Это не споры, это не конфликты, но происходящее на следующей неделе, на этой неделе, да, скорее на этой неделе, это все-таки очень-очень ваш выбор. Имеете право всем сказать нет, всем отказать и сделать только по-своему, потому что, вот видите, очень такая козерожья, козерожистая, собственно, карта, да, отшельник. Вы сами, ваша какая-то такая очень возвышенная, педантичная натура, правильные слова находите к людям, да, ключики очень правильные к людям, к ситуациям находите. Ну, в общем, так вот. Вы во главе угла и ваша такая воля. Карта независимости, да, провозглашение независимости для Козерога происходит. Водолей. А раз, какой жирный котик. Два, Водолеям достаются карты. Очень хороший, с одной стороны, да. А тоже оглашаю. Огласите весь список, пожалуйста. Солнце и Королева мечей. Вот видите, достижения есть, достижение целей, радости, удовольствия, некие какие-то очень открытые, знаете, такие, дружеские, с объятиями контакты идут. И при этом пригодятся ваши мозги. Вам очень пригодятся ваши мозги. Никто не сообразит вокруг, как сделать, как поступить, как выбраться из сложной ситуации. Приглашайте, обращайтесь. Водолей может сказать, обращайтесь. Пусть все обращаются к вам, потому что, вот, знаете, такое озарение. Буквально вот две карты Водолеям обещают озарение. Мозги вдруг включены, я не знаю, может быть, они у вас всегда включены, хорошо работают, у меня-то нет. Вот такое вот озарение. То есть очень у многих случится, очень многие изобретут что-то в жизни, такое рационализаторское, взлом жизни, взлом, может быть, какой-то жизненной сложной ситуации. Да, Королева мечей – это все-таки иногда злодейка-соперница, но вы ее подавите. Интеллектно Водолеи самые умные. Все это знают, я думаю. Рыбам достаются, ну какие прекрасные карты. Так, достается рыбам, это девятка кубков, что ли, да, и девятка кубков с королем мечей. Очень стучится, вот он даже лапку поднял, смотрите, король мечей стучится, хочет достучаться до вашей загадочной рыбьей души. Действительно, мужчина, персона какая-то, мужчина в центре внимания у вас оказывается. Ну, его намерения могут быть романтическими, хотя сам он, конечно, герой от образа далекий. Захотят ли вам помочь? Ну, да, кто-то захочет помочь, но только если заметит ваш встречный интерес. Это праздник, который организует для вас другой человек. Подарочная неделя, немножко, может быть, неделя признаний или неделя, когда вот обнажится доброе отношение чье-то к вам, и вы удивитесь, как это вы раньше этого человека и его симпатии не замечали. У меня голова мерзнет, просто поймите правильно. Ой, так намного вот уютнее мне, теплее прямо. Далее овны. Продолжаем наш зодиак для овнов. Гадание. Овны получают новости. Овны получают новости, и знаете, такие новости, прям вот очень-очень в своем каком-то стиле. А это что за карта? Вот видите, котик распутал
как у меня всегда это происходит, собственно, дома. Это прям картина мое, каждое мое утро. Вот это вот рулон кухонных полотенец размотанный. И вот он как бы запутался в нем. Новость, которая... Овны, ждите новость, которая на первый взгляд, по крайней мере, покажется дурной. Ну, вообще карта говорит, плохие новости. Потом, конечно, разберетесь. Мы-то знаем, да, дорогие овны, что по-настоящему плохих новостей либо не бывает вовсе, либо они очень-очень в жизни редки. Но в первый момент вам покажется, что Вселенная крайне несправедлива и совершенно вам не помогает в ваших каких-то целях. Новое знакомство, возможно. С новым знакомством будете очень осторожны. Вот если появится важный человек какой-то, на которого захочется ставку сделать, ставочку, да, помните, что этот человек может захлопнуть какой-то капкан, некий капкан для вас, ваших отношений. Далее для Тельца. Как всегда, самые лучшие карты я жду для Тельца, потому что ничего человеческого, так сказать, нам не чуждо. Дьявол. А почему на карте дьявол нарисовали собачку? Вот у вас какие есть версии? Тельцы. Очень серьезный, вы знаете, выбор вас ждет на этой неделе. Вы в ситуации, вот очень важный выбор. И помните, что дьявол в деталях, что вот этот самый жизненно важный выбор, когда к нам подкрадывается, ведь в чем подлость жизни? В том, что мы этот выбор не понимаем, мы не осознаем. Мы только потом, когда уже, знаете, спустя 15 лет, вот тот какой-то выбор становится причиной нашей бессонницы, становится причиной наших слез, мы тогда только понимаем, насколько нам стоило когда-то быть внимательными. Тельцы, будьте внимательны. То есть вы на каком-то очень-очень большом перекрестке, пресечка, на большой пресечке в жизни стоите. Шаг вправо, шаг влево. Да или нет, вы скажете какому-то человеку. Это будет важно, это повлечет прям перемены, понимаете, перемены в жизни. Вы можете кого-то или что-то отменить. Ну, надеюсь, не себя. Не себя. Близнецы получают, близнецы. Тоже две карты. Так, посмотрим. Близнецы оказываются, знаете, в дамках, из пешки в дамки, но через помощь, через какую-то очень сердечную поддержку дамы, женщины. Женщина это, безусловно, рядом, безусловно, понимаете, знаете, о ком это идет для вас речь, но остается только согласиться и также по-доброму эту какую-то помощь принять. То есть, видите, здесь есть руки или лапки, да, в жизни близнецов есть лапки, которые мягко поднимают, мягко подсаживают на какую-то такую ступеньку. Причем я не назову это прям протекцией или спонсорством. Это скорее, вот знаете, волшебство, это какое-то колдовство. Это вот любовь, которая делает вас круче, и сильнее и помогает вам верить в себя и достигать хорошее время, хорошее и важное по контактам. Ох, расскажите, пожалуйста, дорогие близнецы, кому-то о своей любви. Там этого ждут, я вас уверяю. Раки. Для рака достается одна из лучших пока карт в колоде. Так, и что это еще просмотреть? Это семерка. Вот смотрите. Ну, раки, семерка мечей.
Очень сложный выбор вам предстоит. Очень сложный выбор, не свободный. Карты, вот не хочу вас учить плохому, но карты не советуют вам быть честными, открытыми, простыми. Это не тот случай, когда вершины достигаются короткими путями. Тоже вас, так же, как и тельцов, ждет жизненно важный выбор. Да, нет, скажете, определите судьбу, и, может быть, не только свою, на долгое время, на долгие годы. Но ходить здесь надо не по правилам. Понимаете, о чем я говорю? Скрывать чувства или намерения, не проявляться. Помните, мы недавно говорили, в каком-то из моих прямых эфиров говорили о проявленности, осознанной проявленности. Вы должны вот быть всю неделю, что называется, на чеку возможны козни и происки. И вы только выбираете, как от них отреагировать. Принять вот этот вызов, принять вот этот вот мяч, который вам кидают, или нет. Пусть сами разбираются. Для льва. Для льва у нас достаются вот впервые, представляете, денежная карта сегодня выпала, и она выпала льву. Так. Знаете, неделя покрывающая или закрывающая нужды. Вот знаете, есть физические, химические такие вещества, которые вот плескаешь куда-то, и они вот выравнивают неровности. Они как будто бы все сглаживают, все как-то очень, ну вот нивелируют. Вот есть очень хорошее слово. Если ямки, например, пробоины какие-то в бюджете, то эта неделя выровняет. То есть удастся там заплатить где надо, вернуть что надо. В общем, вот так вот раздать. То есть это время вот именно выравнивания, время успокоения, время даже какого-то, может быть, особенного доверия для вас, доверия к себе или к ситуации. Карты советуют, обратите внимание, да, у нас есть фигурная карта, персонаж, вот это рыцарь кубков. Обратите внимание на романтического героя, который где-то рядом с вами оказывается. Ну и если это вот шестерка, это штрихи к его портрету, то он не покажется вам слишком завидным. Вы, например, ждали другого или привыкли к другим женихам. Но, знаете, каждый сверчок, знай и так далее. То есть вообще карты говорят, что это время для льва, время соответствия, когда возможности вдруг совпадают с потребностями, ну или эти самые потребности под возможности приходится подгонять. Для девы, кстати, львы, девы и еще несколько знаков не получили предсказания моих карт на 2025 год. Нет времени, но они обязательно будут. Вы знаете, чем позже, я за справедливость, чем позже какому-то знаку я делаю гадание, расклад, тем больше я в него вкладываюсь, например, больше, там будет больше карт, больше колод, на большее количество вопросов я отвечу и так далее. То есть я пытаюсь компенсировать вот это свое опоздание, которое всегда неизбежно, потому что я очень занятой человечек. Дева на неделю. Раз. Вообще нет плохих карт сегодня, никому даже не выпадает. Девам достаются две карты масти Пентаклей. Это рыцарь Пентаклей и король Пентаклей. Вот уж кому судьба разбогатеть. А никто не сомневался. Девы самый привлекательный для денежной энергии знак. И это действительно ваша стезя, ваша, знаете, такая вот стихия. Деньги, деньги, деньги. Денежные разговоры, денежные новости, суммы денежные, крупные покупки. В общем, будьте практичными и распоряжайтесь бюджетом собственным, семейным. Вот все рекомендации той самой на Таро календаре четверки Пентаклей для вас
наиболее актуальны, потому что у других, может, и денег не будет для инвестиций, а у вас будут, к вам эти деньги придут. Просто денежное время, девы. Все, как вы любите. Ну, не только вы. И не только вы. Для весов. Теперь весам достать. Мы перешли на денежную масть. К концу зодиака, под занавес, да, мы вдруг пошли деньги. А вот нам-то вначале не досталось денег-то. Смотрите, десяточка пентаклей. Семейные денежки-то сохраняются, либо возвращаются в лоно. И пятерка мечей. Но с конфликтами. Вот видите, как бы и плохо, и хорошо. Радости будут у вас материальные, то есть это сбережение, накопление, получение денег, какая-то аккумуляция. И может быть, речь идет даже о коллективных деньгах, то есть не ваших личных, а вот о семейном бюджете и так далее. Но при этом они всегда ходят под руку, деньги и ссоры. Ну так вот мир устроен, понимаете, да? До ваших денег кому-то есть дело. И поссориться, поругаться, и поделить как-то безобразно, знаете, деньги. Это тоже очень даже можно. Ну, прям дословно карта говорит, вот где большие деньги, а они сейчас у вас весы в кармане, там зависть, претензии, критика и, в общем, такие неприятные разговоры. Я только что скажу, следите, чтобы эти разговоры не были у вас, например, внутри семьи, сильно с близкими людьми, а с остальными-то, ну, бог с ними. Скорпион. Гадание на неделю. Скорпион получает у нас... Так, получает у нас Скорпиона. Я не вижу. Двойка жезлов. Так, Скорпионы. Вот карьера за вами идет. Вы идете за карьерой, а она идет за вами. Для вас просто очень карьерное время. Причем, когда вы можете настоять, когда вы можете убедить, например, начальство вас назначить на должность, или убедить там потенциального работодателя вас взять. Смотрите, двойка говорит, что все в ваших руках, все зависит от вас, а десятка как будто поднимает вашу планку. Вот если ищете, это очень характерная карта по ситуации, например, ситуативно, да? Если ищете сейчас работу, например, то закиньте-ка свою планочку, да, какую работу, есть же разница, вот так вот размахнитесь и закиньте эту планочку свою подальше и повыше. Вот чем выше вы поставите вот эту вот перекладину, тем сильнее будет толчок, тем сильнее, значит, больше будут ваши достижения. То есть для Скорпиона это время достижений, это время побед и время вот снискания какого-то такого, какой-то, вернее, очевидной славы, что ли, для себя, признания. И это поиск ответственности. Тут опять же, да, дуализм Вселенной. Чем больше вас замечают, тем больше вам приходится вести груза. Для Стрельца теперь предсказание на неделю. Так, для Стрельца. Что, огненная карта ваша. Стрелец. В рабочем порядке пройдет неделя. Возможны контакты тесные, такие вот деловые. И из, пожалуй, лучшего это упорядоченность или упорядочивание, что ли, какое-то такое вот в деньгах. Девятка пентаклей – это не доходы, это как раз скорее ваша возможность обойтись малым. Карта как бы закрывает или затыкает ваши не денежные каналы, а вот буквально объективную вот эту вот часть. Не купили, сохранили, например, не купили, сэкономили, отложили, да? Не потратили, в долг, может, не дали кому-то, и рады теперь до смерти, и в кармане эту котлету припрятали. В общем, вот знаете, такое вот время для
Ну, это совет тоже. Время сохранять деньги, сохранять ресурсы, время себя посадить в золотую клеточку, а не кого-то другого. Да, возможно, полезные, достаточно крупные покупки, дорогие зрители. Это было гадание на неделю. Я вас всех благодарю и напоминаю о том, что на моем канале сейчас достаточно регулярно бывают прямые эфиры, во время которых я гадаю буквально всем желающим. Не успеваю, конечно же, погадать, ответить на все вопросы, но вполне себе вероятно, что если вы напишите в чат трансляции ваш вопрос, именно ваш вопрос попадется мне на глаза. Может быть, это не я выбираю эти вопросы, а сама Вселенная решает, кому я погадаю в этот раз. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к моим прямым трансляциям. Тоже смотрите разные видео на моем канале. На канале есть старые видео, очень интересные, можно сказать, раритетные уже. Спасибо, увидимся.